Перед глазами мелькнула хищная улыбка на маске Алисы. Ее насмешливые глаза в прорезях маски, которые я, скорее всего, сам себе придумал. Неужели эта девочка-лисица и правда ждет меня после школы? Или это была ее очередная странная шутка? Интересно, прячет ли она большой рыжий хвост под своей шубкой? От этой мысли я вдруг накрылся мелкой испариной, как после нормативов по физкультуре. Захотелось принять душ, словно сами размышления о лисичке делали меня грязным. Грязные мысли о лисичке. Ай-яй-яй, пачкали, сбивали с дороги и уводили в объятия леса. У меня сейчас занятие, скрипка, а потом я свободна. Дедушка мне репетитора нанял. Наш учитель музыки, он же скрипач, а здесь в поселке ему некому преподавать, только мне. Она махнула в воздухе свободной рукой, имитируя движение смычка по скрипичным струнам. Я почти услышал музыку. Алису я выбросил из головы. Смотрел на губы Полины, ловя каждое слово, и замирал от непривычных ощущений. Они были теплыми, согревающими, а еще щекотными. И казалось, что я маленький, а чувства очень большие, и им тесно внутри. Тут говорят, что у нас в поселке маньяк завелся. Чикатило. Раньше со школы меня всегда дедушка забирал, но в последнее время ему не здоровится. Я бросил беглый взгляд на фотографию Вовы. Глаза колодца изучали меня, рот был словно бы напомажен черным. Да, там и рта-то не видно, там губ не видно. Где там помаду он увидел? При себе мог иметь пластиковый автомат. Большого телосложения, тыгыдын. Был одет в оранжевую куртку с капюшоном, вязаную шапку, шарф и серые варежки с зелеными полосками. Вот если бы был бы цвет, можно было бы понять, его это варежка или нет. Как портрет на могильной плите. Ты не подумай, я не трусишка, просто... Просто намекаешь, что тебя надо проводить. Я понял. Окей. Просто мне кажется, что с тобой будет безопаснее. И тут сейчас выбор, моральная дилемма. Идти проверять лесу, либо проводить девчонку. Ну, блин. Лесу было бы, конечно, интересно посмотреть. Антон, ты сможешь проводить меня до дома? Вот оно. Наконец, все, о чем я читал этим летом в приключенческих романах, о чем тайно грезил, начинало просачиваться в мою жизнь. Таинственные преступления, прекрасная незнакомка и героическая дуэль. Мысли о Семене моментально отрезвили, вернули на землю, а почва под ногами зашаталась, как палуба корабля. Только бы сейчас не упасть в грязь лицом перед Полиной. Ведь сколько бы я ни храбрился, очень было очевидно и мне, и ей выстоять в драке против такого амбала мне не под силу. И если он и нокаутирует меня, это не самое страшное. Страшно, что это увидит Полина. Засмеется со всеми остальными. Да нифига она так не поступит. Нет, нужно избавить свидетеля от моего позора. Сегодня вряд ли получится. Ах ты, звездюк. Ты же знаешь, Семен, скорее всего, караулит на школьном дворе. Лучше мне с ним разобраться лично, по-мужски. Глупости какие. Полина отбросила челку с лба, и до меня донесся едва уловимый аромат ежевики. Полина была водой, которую хотелось пить, глотая жадно, а жажда все не утоляется. Я вспомнил летние вечера на даче.
едкий дым костра, свисающий из-за ограды соседскую ягоду и мягкий ковер сосновых иголок под подошвой. Редкие безмятежные дни, когда чувствовал себя в безопасности. Мама отдыхает в гамаке, папа нанизывает мясо на шампуры. Мог ли я при желании различить в треске углей, в смехе родителей, в запахе скоротечного июля намек на будущую катастрофу? Видел ли я, как хрупок и ненадежен этот мир? Думаешь, этот дикарь будет честно драться? Нет, конечно. Со своими дружками набросятся всем скопом, опомниться даже не дадут. Полина вдруг хитро улыбнулась. Но если мы пойдем вместе, это их ошарашит. Я же не только первая скрипка на деревне, я ведь еще и девочка. А еще скажи, что у тебя там красный или черный пояс по карате. Слышала от знакомого хулигана, что он никогда не нападает на кого-то в присутствии девушки. Представляешь, у них кодекс чести такой. Нормально, чё. Знакомый хулиган, забеспокоился я. Лучше ли он меня, симпатичнее? Ой, мне на музыку пора. Она сделала пару шагов и остановилась. Удивительно, Полина совсем не похожа на тех красоток с журнальных постеров или на актрис из кинофильмов. Но в свете потрескивающих ламп она была притягательнее их всех. А ты играешь на чем-нибудь? Ага, на нервах. 2 года назад мне купили гитару. Я живо вспомнил свои жалкие попытки научиться музицировать. АМ, ЕМ, перемен, мы ждем перемен. Песня Цоя точно ложилась на мои мысли, но на желание изменить хоть что-то. Та гитара запропастилась куда-то, словно напрочь отказалась переезжать в старый дом у леса. Наверное, родители отдали инструмент кому-то, кому он нужнее. Увы, не играю. Жалко. Ну ладно, я побежала. Пока! Давай. Крик девочки подхватило гулкое эхо. Туфли застучали по школьному коридору. Пока! Не уверен, услышала ли Полина. Я снова посмотрел в окно. Школьный двор опустел, только пара ребят из младших классов кидали друг другу снежки. Никого похожего на грузного Семена с его компанией не было видно. Это вселяло надежду. Что же делать? Полина могла бы стать моим другом, первым на новом месте. И потом ей впрямь могла угрожать встреча с маньяком, а тут защитник, рыцарь. О, да. И пускай последний внутренний голос подвергал сомнению и шептал о побеге подальше от убийц, от рыскающих по ночам лесополосам маньяков. Полина стоила риска. Но и рыжая плутовка манила тайной. Предсказуемо. Обещала помочь найти Вову, и за этим следует награда. Много денег, почти гарантия... Чего? Много денег, почти гарантия мира в семье. Что за бред? Подарки для Оли. Я вообразил сестру, счастливую, как те девочки, получающие призы от Супонева в телепередаче «Звездный час». Так, ее окружают в танце известные певцы, и может даже это новая популярная группа Иванушки Интернешнл. Мама с папой обнимаются в Останкинском павильоне, а потом мы всей семьей едем в Диснейленд. Это влажные мечты. Так, ну вот типа выбор, да? Полина или Алиса? На подоконнике кто-то оставил сменную обувь, пару потертых шанхаек.
Судя по размеру, они явно принадлежат мальчику моего возраста. Наверное, этого полудурка. Хочешь узнать, кто я дурак? Переверни меня. Готов поспорить, с обратной стороны точно такая же острота. Интересно, долго бы Семен крутил такую бумажку? Попадись она ему в руки. Брошенное кем-то цинковое ведро с притаившейся на дне тряпкой было до краев наполнено мутной канализационной водой. От него исходили какие-то химический солоноватый смрад, причем с такой страшной силой, что меня затошнило. Я отшатнулся, про себя молясь избежать участи дежурного. Не, ну конечно интересно, да, про лесу, но, блин, вот эти все твои влажные мысли непонятные. Ладно, давай Полину дождемся. За окнами вился снежок, словно плясал в такт, звучавший из-за поворота музыки. Я спрыгнул с подоконника и пошел по коридору с недаемым любопытством. Полчаса, что я ждал здесь, поползли улитки, хотелось скорее увидеть Полину снова. Музыка стала громче, она струилась из приоткрытых дверей и в дальнем конце коридорного тоннеля. Мои музыкальные вкусы ограничивались Летовым и Шевчуком, старыми песнями о главном, шлягерами по телевизору, а также клипами, которые иногда записывали бонусом на видеокассеты для затравки перед фильмом. Но мелодия скрипки пленила меня. Она казалась тончайшей резьбой по дереву ценной породы, хрустальной игрушкой, дуновением теплого ветерка. Все, она свалила. Я приник к дверному косяку. Полина пряталась от меня в глубине класса, но ее тень девочки со скрипкой падала на стену. И столько грации было в движениях руки и смычка, что я будто поплыл по волнам музыки. Сердце словно пробило преграду грудной клетки и понеслось вскачь. Быстрее и быстрее по снежным просторам, скользя меж сосен к солнцу, пылающему над валежником. Заскучал? Ну так. Я погрузился в мысли с головой и не слышал шагов. Искупавшись в музыке, Полина стала еще волшебнее. Да нет. Я о комиксе своем думал. Зачем-то соврал. Ты комиксы рисуешь? Да, ну, то есть планирую рисовать. Ага. И про что твой комикс? Про самую очаровательную добрую скрипачку, чудом оказавшуюся в этой обители страха. Про лесу. Ой, точнее, про говорящих животных, что живут в лесу и помогают заблудившимся детям вернуться домой. А потом они пляшут в ночи. Ого! Как интересно! Сам придумал? Я опустил глаза. Вдохновился, глядя в окно. Мы спустились на первый этаж. Я отворил перед Полиной дверь, папа говорил, как важно быть джентльменом. Значит, творческая личность. Я догадывалась, что ты не такой, как все. Особенный. Шутишь? Я самый обыкновенный. Это Семен обыкновенный. В смысле, обычный придурок. А в тебе живет нечто доброе и пушистое. Угу. Что-то тявкнуло у ног, прерывая Полину. Когда мы пересекали школьный двор. Ну, вот этот пес, намекающий на то, что ты, балбес, про лесу забыл совсем. Не бойся, это Жулька. Я встал на одно колено, почесал за ухо гавкающую собачонку.
Она бешено виляла хвостом, будто это был пропеллер. Я оглядел пришкольный участок, ожидая увидеть Алису. Но девочки-лисы не было ни во дворе, ни на дороге. Брось ее! Ты что, она же дикая! Клещей еще подцепишь. Что-то она меня уже начинает напрягать. Что-то я сомневаюсь, что я сделал правильный выбор. Нет, у нее хозяйка есть. Вроде. Полина, поднеся ко рту платок, с неприязнью наблюдала за веселящейся псиной. А у тебя никакой еды не завалялось? Кажется, что-то осталось. Покормим и пойдем, ладно? Она вынула из портфеля бутерброд, швырнула Жульке. Собачонка накинулась на лакомство. Отбросила носом хлеб и принялась за докторскую колбасу. Какая привереда! Ешь все, давай! Полина дернула меня за рукав, поторапливая. Ты чего? Скрипачка буквально выволокла меня за куртку. Чего? Прыская в кулак. Прыская в кулак? Что она мне прыскает в кулак? Странно. Какие-то мысли такие. Образы какие-то странные начинают вырисовываться. Что она там прыскает. Ладно. Так, я повернулся. Покинутая Жулька провожала нас обиженным взглядом. Такая одинокая на фоне школы. И тут Полина перестала смеяться, шла рядом, отстраненная, с пустым взглядом. Нечего паразитов плодить. Замечание вышло достаточно резким. Разве дворняжка виновата, что живет на улице? Они потом на людей кидаются. Ну, тут вообще люди, конечно, больше виноваты. Это они, в принципе, берут сначала животных, потом им там неудобно или еще что-нибудь, они их выкидывают на улицу, и потом вот плодятся вот такие вот собаки. И отсюда все проблемы. Они же не виноваты, в принципе, в этом. Прошлой зимой такая стая чуть дедушку не загрызла. Какой кошмар. Ему с тех пор не здоровится? Его парализовало. Он больше никогда не сможет ходить. Я с ужасом вспомнил стаю диких собак, преследовавшую меня накануне. Мне очень жаль. Ничего. Полина вновь пленительно заулыбалась, прикрыв глаза. Главное, что мы друг друга поняли. После ее слов я и думать забыл про Жульку. Около ограды третьеклашки перебрасывались снежками и напевали звонко. Раз, два, прилетит сова. Сова. Оля. Вспыхнул образ сестры, скучающей у окна, высматривающей меня в сумерках. Я пообещал себе, что не задержусь. Провожу Полину и сразу домой. А что это за песенку малые поют? Уже второй раз за день ее слышу. Мы шли по главной улице. Где-то рядом бурчал, разгребая заносы трактор. В пепельном небе парили вороны. Целая стая черных птиц рыскала над нами, напоминая жуткие кресты, сорвавшихся с могил. Про сову? Это считалочка местная. Мне ее в детстве дедушка напевал. Он интересуется историей края. Много знает про наш фольклор. И что там за считалочка такая? Слушай.
Она пошла спиной вперед, смотря на меня и задорно улыбаясь. Раз, два. Прилети, сова. 3, 4, 5. Время поиграть. Напоминает этот кошмар на улице Вязов. Тоже там раз, два, что-то там было. Я уже не помню. Ну, похоже, что-то похоже. 6, да 6. Дыбом волчья шерсть. 7, 8. Бьем копытом озимь. Для медведя, для лисы зайчик кушать принеси. Я подумал, что одну лису встретил сегодня утром. Хорошо, что не волка и не медведя. Но любую спутницей и странно смелее, вслух сказал совсем другое. У тебя красивый голос. Полина кокетливо поправила челку. Спасибо. И что же, это конец считалочки? Принес им заяц покушать или нет? Поди узнай. Спросить не у кого. Считалочка очень старая. Древняя даже. С ней легенда одна связана. Рассказывай давай. Если тебе интересно. Давай. Конечно. Тут в тайге раньше племена жили разные. Дедушка говорит, у них была такая инциняция. Короче, такой ритуал, когда мальчику наступала пора становиться мужчиной. Я навострил уши. Ведь и мне скоро не за горами превращаться. Юношу отводили в лес, и он должен был 3 ночи провести там, охотясь. По легенде, один такой юноша ушел в тайгу и пропал. Ну, это вон Вова вчера. А вернулся, когда его перестали искать. Нагрянул в деревню, исцарапанный, грязный, замерзший. Я представил долгие ночевки среди сосен и медвежьих берлог. Родные выбежали к нему, а он упал на землю. Привели шамана. Тот осмотрел молодого охотника и помрачнел. Сказал, плохи дела. До утра юноша бился в судорогах и повторял эту считалочку. Снова и снова. Раз, два, прилети, сова. Будто ему в тайге нашептали. А к рассвету он умер. Только вот шаман сказал, что он и так был мертв, что он мертвым из лесу пришел и мертвыми губами шептал считалочку. Я опешил. Это точно не ужастик. Фольклор бывает пострашнее всякого кино, уж поверь. Дедушка говорит, что племя то собралось спешно и ушло на юг. Они были смелыми, если жили здесь. Да, такими смелыми, что свалили. Как только такая херня произошла. Полина пнула сугроб сапожком. Смелыми и глупыми. Неужели надо мертвецу явиться из лесу, чтобы до людей дошло? Дошло что? Что нужно уезжать отсюда. Есть целый мир. А есть наш поселок. Мир! Она широко развела руками. Понятно. Поселок. Она показала что-то миллиметровое 2 пальцами. Я часто представляю большие города. Могу часами рассматривать глобус. Или журналы «Вокруг света» из библиотеки. Какие же там прекрасные названия. Только послушай. Рейкьявик, Ужас какой. Тель-Авив. Тем более. Это же чистейшая музыка, а не слова. Не, нафиг. Сейчас связался с еврейкой, блин. Тель-Авив, ей тут, скрипачка. Ну, надо было сразу, конечно. Ладно. Не удастся закадрить уже лесу, наверное, не удастся. Она закружилась, мечтательно зажмурившись. Впереди вздымался лес, соприкасаясь с низкими облаками. Дорога превратилась в полутьму меж сосен. Я бы могла покорить сцену. Выступать перед тысячами зрителей. А я сцены ужасно боюсь. Так ты другим возьмешь. Живописью.
У нас-то есть будущее. А что ждет того же Семена? Она уже строит планы уже. Первый день познакомились, она уже тут странно строит планы. Ничего себе, девчоночка, ты как-то этот, а прибереги коней-то, тормози, тормози. Ну, станет он еще толще. Ну, Будет пирожками торговать. ага. С собачатиной. Мы рассмеялись беспечным весельем, изгнали тревогу. Если ему, конечно, доверят пирожки. Наверное, ты права. Он их в один присест слопает. Я так и думала, что вдвоем в лесу не страшно. А ты-то где живешь? Что ты со мной-то прешься? Я поглядел по сторонам. Снег пускал искры, отражая последние солнечные лучи. При мысли, что мы тут одни, пульс участился. Да, ты была права. Полина поспешила по просеке. Не отставай! Никогда в жизни. Ой, зря ты так, зря. Ты не знаешь, во что ты впутываешься, Антоха, Антоха. Ты знаешь, ты так изъясняешься, как персонаж с приключенческой книжки. Комплимент это или насмешка? Не хотелось искать подвохов, только не во время такой чудесной прогулки. Ну да, я люблю книги. Ого, читающий мужчина? Звучит интригующе. Мужчина? Серьезно? Я засмущался и покраснел, но 1000 раз поблагодарил судьбу за то, что брожу теперь с Полиной по лесу. Да, какое себе удовольствие. Девочка внезапно замолчала и задумчиво смотрелась в чернеющие дебри, словно в ожидании чего-то. И мне сделалось неспокойно. А затем она спросила холодно. Ты был там? Где? В чаще? Полина засмеялась, разрушив мои переживания. Да нет! В большом мире! В городах с музыкальными названиями! А разве Москва музыкальное название? Больше похоже на кваканье лягушки. Москва. Полина замерла и недоверчиво смотрела на меня. Ты был в Москве? Ну да, в детстве. Глаза Полины заискрились. И какая она? Ну, красивая, шумная, неоновая. Неоновая. Она словно смаковала это слово. А на Красной площади был? Был, конечно. Конечно. Она такая выпуклая. И в ЦУМе был, и на ВДНХ. Мне больше всего метро понравилось. Не знаю, в Питере получше, мне кажется, метро. Там так пахнет. Бомжами. Как? Она бросилась ко мне, схватила за рукав, пытливо вглядываясь. Не могу описать. А нарисовать? Что, запах? Великие музыканты могут сыграть запах. Не может быть. Я дам тебе кассеты. Она снова закружилась под снежком. Я обязательно побываю в Москве. А главное, в Вене. Вена — моя мечта. В Вену. Это же столица музыки. Моцарт, Бетховен, Штраус, филармонический оркестр, государственная опера. Я буду выступать, а ты рисовать. Восторг передался и мне. Хотелось сделать что-то прямо сейчас, немедленно. Толкнуть ли в кусты. А ты куда хочешь попасть? Так, я признался, вздохнув. В Диснейленд. И опять вспомнил «Звездный час».
Оля, конечно, предпочитала зов джунглей, но меня по понедельникам было не оттащить от экрана. Разноцветные столы с цифрами на табличках, обаятельный супонив у штурвала, а призы, шоколадные яйца, видеотехника и самая будоражащая путевка в Диснейленд для победителя. Родители обещали свозить меня туда, в страну Микки Мауса. И поначалу я верил им, а возможно поначалу они тоже верили. Теперь на вопрос о путешествиях они лишь отмалчивались, а меня разбирала смертельная обида. 3 слова буквально рвались из горла. Матерных. Вы же обещали. Полина словно угадала мои мысли. Добраться туда проще, чем нам кажется. Каждый лепит свою судьбу, как хочет. Она набрала полные горсти снега и вдруг, позабыв обо всем, заговорщицки улыбнулась. А давай снеговика лепить? Давай. Когда вернусь домой, то обязательно слеплю снеговика для Оли. Вот она обрадуется. А пока мы уже скатываем первый ком вместе, плечом к плечу. Полина смеялась. Локоны падали на ее оживленное лицо. И она так очаровательно сдувала их. Первый готов. Чего у тебя такой маленький шар, Антон? Такие маленькие шары. Максимум голова снеговичка. Больше надо. Не ленись. Я забыл, когда в последний раз так веселился. Полина вытерла рукавичкой залевшие губы. Ты мечтал когда-нибудь очутиться на другой планете? В No Man's Sky сыграй. Что-то такое промелькнуло в ее взгляде, и я не смог разгадать. И даже в другой вселенной. Полина будто бы облегченно вздохнула. Тогда ты понимаешь меня. Ладони скользнули по кому, сглаживая шероховатости. Почти идеальный белый шар вырос посреди поляны. Полины. Посреди Полины. Только сразу, хопа. Беременность выросла такая неожиданно. За ним появился второй. Мы взяли его с двух сторон и водрузили на основание. Красавчик, вообще красавчик. Наконец Полина помогла третьему шару оседлать предыдущие. Ставить голову на место — мой конек. Ты вроде не психолог. Ты же скрипачка, музыкант. Как ты там голову ставишь на месте? У тебя морковка случайно не завалялась? Ага, да, в штанине. Увы. На этой опушке не было ни страха, ни тревоги. Осмелев, я побежал к чаще наломать веток. Дернул за переплетение бурелома, как вдруг голос Полины вытащил меня из забытья. Антон,